Господа, здравствуйте! Сегодня у нас в программе Lexus Caretta. Дело в том, что эти машины вы можете купить за 600, а можете купить за 1 600 000. И сегодня вот наш, я чувствую, что тот самый второй случай. И она на 22-х дисках. Но в комплекте есть нормальные. И это типа Lexus 460 и типа L. В общем, Toyota вроде как делает вещи. Но сегодня я вам объясню, почему вы ее себе не купите и как я вам ее отдам совершенно бесплатно. Я запаркую Lexus прямо на... Человек, который покупал эту тачку, хотел именно ее. То есть ее реально пришлось искать. Вот такой вот найти 12-го года за 1 650 000 это задача. Куплена она была, естественно, на Дроме, потому что Lexus, Дром, это как бы вообще прямо близнецы-братья. Но для того, чтобы ее найти, пришлось ждать. Соответственно, человек воспользовался сервисом подписка на Дроме. Это происходит так. Вы заходите в приложение, настраиваете нужные вам запросы, компоненты автомобиля, комплектацию, двигатель и так далее. И нажимаете подписаться. Таким образом, когда появляется в продаже автомобиль, подходящий под ваши требования, приложение Дром само выводит пуш-уведомления на экран, или вы просто можете зайти в раздел «Мои подписки» и посмотреть, что же там такого нового появилось. Поэтому, если вы, так же как этот человек, хотите найти редкий автомобиль, который именно подходит именно под ваши параметры, скачивайте приложение Дром по ссылочке в описании под этим видео и ищите эту супер тачку, за которой приходится гоняться. У нас, естественно, из-за этих колес вечно что-то не так с колесами, поэтому горит датчик давления. Хотя вроде все колеса с нормальными давлениями, ну, допустим. Плюс мы специально уехали на Крестовский остров, потому что в комплектации Карета безопасно можно передвигаться только по такому около идеальному асфальту на Крестовском острове. Плюс мы приносим извинения, в машине сделан выхлоп, и фактически она, естественно, в стоке гораздо тише, нежели она вот сейчас. Тут немножко бухтит, но благо сказать, что тойотовские V8, Музеты, Уэры, они всегда звучат просто феноменально. И можно делать выхлоп, блин, там яхточки стоят. Ах, ладно, да, ну мы на своей яхте в очень неплохой компании, нас тут трое, на самом деле, сзади пацанам еще лучше, чем мне, у них есть свой телевизор, у них единственное, что нет раздельного заднего ряда, как это иногда бывает в Лексусах, но тем не менее, нам не мешает даже плохая погода, у меня коробка поставлена еще в режим Power, у меня есть режим амортизаторов Sport, Comfort, у меня есть все. Назвать эту машину недооснащенной или плохой невозможно. Это отличная по опциям, по комплектации тачка. Потому что смотри, если ты покупаешь эту тачку за 600, это идеальный вариант. Просто выносит всех немцев, всех европейцев. Все, он лучший. Начали их выпускать в конце 6-го и далее с 7-го года. Они уже пошли на УР-моторах. И давайте сравним, что же мы можем купить 6-7 года за 600 000. Е65, прости мою грешную душу, Е65. Я не знаю, существует ли более глупая покупка в этой жизни, чем Е65 вот тех годов. Наверное, нет. Это просто смерть. 221 Мерседес. Армяне с нардами уже в комплекте. D3 кузов, наверное, у Audi. Это вот 7-й год. Хорошо. Дальше становится все хуже. 9 и 10 у BMW выходит F01. Lexus остается Lexus'ом, то есть F01 уже вышел. Если не ошибаюсь, 11-12, по-моему, вышел 222 кузов, но это совсем другие деньги, это, грубо говоря, улетает. LS460 остается LS460. А в современном мире, если мы вот покупаем эту машину новой, а ее новую можно было купить до 2016 года, в 2016 году ей приходилось конкурировать с уже рестайлинговыми семерками, рестайлинговыми 222-ми. Рестайлинговыми это было, получается, у нас D5 или D4, D4, наверное, еще кузов был. Я тут уже начинаю петлять в Audi, забывая года выпуска. Короче, с каждым годом LS все устаревал и устаревал, а конкуренты все бомбили и бомбили. Там обновлялись кузова, обновлялись моторы, обновлялись салоны, мультимедиа, обновлялось все. И вот мы в 2016-м за 1,5 можем купить или вот... То есть, как правильно сказал админ Игорь, в комплекте должен быть молоток, которым ты нажимаешь сенсорный экран. Тогда это реально работает. Ну, в общем, к 16-му их обогнали все. При том, что в 7-м
10 лет назад, грубо говоря, от 16-го, они реально взрывали рынок. LS тогда это был прямо LS. И, соответственно, и сейчас-то он стоит 600 тысяч. И если мы берем 460-й Lexus в предложении за 600, 700, 800 рублей, топ. Братан, бери. Да, единственное, там будет OR, он дорогой. Если он отрыгнул, все сравнивают, типа, ЖДМщики, они же привыкли, что все можно купить за 3 копейки в соседнем ларьке. Если мы сравниваем с УЗ, который можно купить за 75 мотор-коробку, OR ты купишь за 600. 600 тысяч рублей. Просто вот так взял и отложил. Вот. Но это хорошо, допустим, по дешевке OR можно найти за 300. Они реально дорогие, потому что они редкие, но они и сложные. То есть этот двигатель уже стоит конь каких денег. Это уже не J, который можно за 120 нарулить, и опять же УЗ за 75, и даже GR, который можно найти тоже за те же там 100 с плюс хвостом, но это V6, ну допустим, но это все равно GR. UR адски дорогие. 3 UR FE там на тундру, те, кто в это встрял, то есть это все. Если этот мотор погиб, он тебя везет за собой. В дорестайле при этом, если ты покупаешь его за типа 1800, у тебя есть ловушка. В дорестайле была вот эта электрический гидроусилитель с электрорейкой, которая приезжает практически у всех со временем постоянно. Стоит она бэушная 50. 50. Новая 200. Добро пожаловать. Пневмобаллоны в круг. Пневмо здесь довольно надежно. Я никогда, собственно, не говорил, что пневмо это плохо. Я езжу на Range Rover'ах. Пневмо это мать родная. С ней будет все в порядке. Не знаю, как, по крайней мере, в этих Lexus'ах, но на предыдущем поколении, я же себе покупал Majestu, и мы же от нее все раздербанили в антигелик. Пневмобаллон сам починить нужно. И можно. Вся стойка пневматическая в сборе с амортизатором, она в себе содержит также еще и в сборе опору верхнюю, которая неразделима с самим пневмобаллоном и со стойкой. Она, ну если, допустим, картридж стойки вы гидравлику сможете вытащить, починить отдельно, то саму именно опору от самого пневмобаллона не отделить, они связаны большим таким резиновым сальным блоком. Он отдельно не продается, не детализируется, и восстановить его, по крайней мере, мне не удалось. Поэтому на антигелик сейчас, при том, что я починил пневмобаллоны, и они у меня исправны, я буду все равно покупать новый за 45. За 45. Но он от Majestu предыдущего поколения. Здесь я уверен, что они будут стоить так же. Поэтому, если здесь они сохранили это так же, я вот не знаю, здесь надо к ЖДМщикам обратиться, и все так же опора неотделима от самого пневмобаллона, если она порвалась, виллы. Полтос каждый. Их 4. Но мы все-таки верим, что на самом деле можно просто починить баллон и ездить с ним, и все будет ништяк. Плюс, опять же, эта машина весит 2250. Добро пожаловать в мир Range Rover, Land Cruiser и всего очень тяжелого. Поэтому эти 370 сил, которые в ней, ее впирают ровно так же, как впирали 280 предыдущий кузов LS. Вы платите лишних 13 тысяч в год налогов за то, чтобы машина ехала абсолютно идентично тому, что было до этого. Она не стала быстрее с предыдущим LS. Но стала дороже. Кстати, смотри, что нету. Это общий синдром. Нету подогрева лобаша. Как нету? Есть. Ничего. Как? Вот эта кнопка, вот это фронт, это что, не подогрев разве? Это обдув, я думаю. Где? Это обдув, братан. Это не подогрев. Нету подогрева. То есть, похоже, у всех больших седанов это нормально. Может быть, я просто не понимаю что-то в этой жизни. Нет, подогрев руля, сидений, там массаж, все, короче, есть. Подогрева лобаша нет. Походу, мы что-то в этой жизни не вдупляем, пацаны. Его ни у кого нет. Нет, у Audi есть. Секундочку. Да. У Audi есть, и 222-х, по-моему, есть. Семерки BMW нету. Ладно. Так, короче, мы хотим разогнаться до 100. Режим Power. Амортизаторы в спорт. Выключаем стабилизацию на всякий случай. У нас при этом полный привод. Мы стартуем, в общем-то, по-мокрому, но мне кажется, что все равно все будет хорошо. Мои ставки 6,7. Блин, момента, конечно, у нее просто конь какое количество. 7,1. Ну, неплохо. Неплохо. Все-таки 22-е колеса. И немыслимым образом у нас стабилизация, все, у нас выключено. Все нормально, да? Да. TRC Off Traction. Еще раз. Ну, давай не с 2 педалей попробуем. Пес его знает. Может, все-таки коробка это не так. Ну, коробка такая очень, конечно, у него нежная прямо. А, коробка-то не в спорте. 7 ровно. Повлияет ли спорт коробки на разгон?
Мне кажется, никоим образом. 22-е колеса просто влияют. Ставим родные, и она едет 6,5. Все, коробка в спорте. Ребята, это хана. 63-е уходите. Просто. Вы больше не нужны. Почему S и 4 здесь написано? Кто-нибудь знает, что это такое? Что, видимо, максимальная передача 4-я, да? Блин, вот это его тормоза не держит. Я аж привстал на сиденье, смотри, вот просто тормоза в полу и нажимаем газ. Его не держат собственные тормоза. ОР, сила, бро. Вот это да. Ну или тормоза говно, потому что Toyota. Короче, с 2 педалей в итоге не стартануть, потому что его не держат свои же тормоза. 7,1. Ну, короче, да, 7 секунд он едет. Причем около стабильно. Его не держат собственные тормоза. Какой их сюда поставил эти тормоза? Если УР перевозит свои же тормоза. Я не понимаю. Давай еще раз тест. Смотри, просто показательный. Мы останавливаемся. Я зажимаю просто в щи. Вот просто вот так вот я в спинку упираюсь просто со всей дури. Коробка в спорт и газ в пол. Нет, не могу. Он все равно, он реально перевозит свои тормоза. На 22-х колесах, а если меньше бы стояли? Можно не отпуская тормоз, просто все время ездить, разгоняться. ОР-сила, прикинь. Да не ОР-сила, тормоза, хлам просто полнейший здесь. Но они не могут развить такого усилия, чтобы просто сдержать мотор, ты представляешь? Я такой первый раз в жизни вижу, блин, у меня аж икра заболела, я так давил, прям в треск. Это жестко, это очень жестко. Прямо... Надо менять тормоза. Окей, допустим. Это надо, ну блин, это еще 22-е, их сложно провернуть, они все-таки большие, там такой рычаг. А если сюда поставить 19-е, то он просто будет до сотки разгоняться так же, только с полнажатым тормозом. Офигеть, вот это паровозная тяга, конечно, у него. Ну, а так реально тачка крутая. Все-таки она крутая. В ней куча косяков, она не сбалансирована по цене, она проигрывает по сочетанию цена-качество, по балансу характеристик, но при этом она все равно крутая. Давай назад сядем. Господа, и пусть, к сожалению, это не самая максимальная комплектация, здесь мог быть еще раздельный ряд, но тем не менее это 460L, то есть это лонг. Тем не менее мы можем посмотреть, сколько здесь места в ногах. Места в ногах здесь хоть и достаточно, но при том, что у нас есть атаманка, причем здесь она так и называется, Ottoman. Мы-то ее атаманкой, я думал, что просто атаманка типа атаман. Ну, короче, подножка под ноги, смотрите, сейчас мы вот ее выдвинем. И при моем росте 183... Получается, что мне приходится сидеть вот так. 183 это не самый космический рост, то есть это чисто на японца сделано. Если мы еще сиденье попробуем разложить в лёжку. Ну-ка, нет, все. А, нет, вот сможет. А, передок еще типа уезжает чуть-чуть. Но он как уезжает? Он просто спинка... Короче, полностью вытянуть ноги здесь я не могу, несмотря на типа лонг. Вот, все равно я задеваю, то есть прям вот так я должен ехать, расслабиться у меня не получается. Через это и атаманка мне сама не нужна, ее нужно, получается, вниз чуть опускать. Ну, получается такой интересный лонг, господа. Знал я лонги по лонговии, как говорится. Даже если бы у нас был здесь раздельный задний диван, этот монитор переехал бы на потолок, то глобально, конечно, в ногах бы у меня места не прибавилось. Также полочки, выезжающие для ног, здесь нет. В чем еще прикол? Есть шторка. Как поднять шторку? Как поднять шторку у этого стекла? Элементарно. Поднимаете подлокотник, и здесь внутри спрятано, что... Почему бы нет? С другой стороны. Опустить ее можно при этом уже этой кнопкой. Наверное, если бы стекла не были заблокированы, водитель, прошу вас. Опачки. При этом опускается шторка этой кнопкой только вместе со стеклом. Отдельно она опуститься может, опять же, только через поднятие подлокотника, и вот это все. Конечно, есть еще шторка из заднего стекла. Полноценной панорамы у нас нет, только люк спереди. Мне больше всего, конечно, вот это прикалывает, что массаж — это отдельный пульт. Есть пульт для массажа, есть пульт для магнитолы. Надо еще сделать пульт для шторок отдельный пульт для люка и отдельный пульт еще для чего-то. То есть, на самом деле, в машине и так много кнопок, хотя они их пытались спрятать, но все эти кнопки у них ушли только на кресло. Все остальное уже сюда не поместилось. Ну здесь еще температура и стыдливо кнопочки, вот громкость магнитолы и все прочее сюда вынесено. Что прикольно, что здесь есть DVD и есть внизу бардачок, который идеально подходит для
DVD дисков. Дерево здесь, естественно, пластмассовое, это не дерево, это так, шушлайка полнейшая просто. Алькантара на потолке настоящая, это круто. Понятно, что отдельно сзади свой климат-контроль, он 4-зонный. Кстати, такая атаманка есть только у правого сиденья, у левого за водителем такой нет. Ну что, опять же, было нормально для тех годов, так у многих представительских автомобилей. Ручка тоже с кожаной, типа вот этой вставочкой. Надо мной то ли вентиляция, то ли динамики. При этом у меня действительно есть DVD. Оно одно. 2 монитора, как я понимаю, здесь недоступны были никогда. Только, возможно, в следующем кузове, который как раз вышел в конце 16-17 году. А это прям вот последний из Магикан. Но монитор всегда один. Один монитор знаешь, где стоял последний раз, если мы берем Mercedes? В 140-м кузове. 98 год. Да, там был один монитор. По-моему, даже в 220-м уже по 2 монитора ставили. Если не ошибаюсь. Короче, это реально жестко. В D3 Audi сзади, по-моему, 2 монитора ставила в них. Уже по 2. В Range Rover с 2002 года уже 2 монитора ставили. В семерках BMW, соответственно, тоже уже 2 монитора стояли даже в E65. Ну, ладно. Посмотрите, один хер, вы не крестьяне, что ли? Вот этим моментом я вам сейчас объясню, почему же так происходит сегодня все с Toyota. Почему, по крайней мере, в сегменте седанов, если мы не считаем богоподобную Camry, конкуренты серьезно наступают на пятки, скажем так. Дело в том, что давайте вернемся в 90-е годы. Toyota выпускает божественный первый Turbo J, ну еще существует второй, это даже не важно. Сравним их, к примеру, с BMW. Просто к примеру. Там то же самое можно произвести аналогично и с Mercedes, и с Audi, неважно. Если мы сравниваем первый Turbo J 2,5 литра на турбине, выдающий 280 лошадиных сил. Что могло противопоставить ей тогда баварское какое-нибудь ведро? М50B25, который выдавал 190? Или М40, если еще раньше мы говорим. Турбовых версий тогда, по сути, у BMW не было. А V8 типа М62, которые появились позже, также выдавали те же самые 280 лошадей. Но в противовес М62 у Toyota был УЗ. Первый, второй, третий, даже с диапазоном разных мощностей. Они шли поровну. Это уже середина 90-х. Даже 2002-2005 года еще все еще выпускаются УЗ-ты. И еще все еще может быть нормально. Уже пошли, по-моему, ГРы, ВЗ-ты уже есть и так далее. Все с BMW еще идет ухо в ухо. Потому что BMW на тот день, опять же, что изобрело? М62B48, который выдавал, если не ошибаюсь, 305, по-моему, лошадей, или даже 320. Это был практически уже самый жир. Он был очень редкий, очень сложный и разваливался. На фоне этого японцы действительно делали вещи. Но наступает середина 2000-х. BMW взрывает всем голову и выпускает N54B30 с турбиной. И все это выдает от 303 до 350 практически лошадиных сил в зависимости от версии исполнения. В это время Toyota окончательно переезжает на V6 в виде GR моторов. А что касательно V8, там вообще все печально, потому что BMW сначала выпускает N62, который выдает 300, по-моему, 5 или сколько-то сил, а потом выпускается N63. BMW прикручивает к V8 турбины. И это все выдает, господа, от 420 до в версии TO3 550 лошадиных сил. В это время УЗ скончался и наступает эпоха УР, которая длится и по сей день. В данной машине стоит один УР, но это абсолютно не имеет значения. 1 УР, 2 УР, 3 УР, это всегда 370, 380, даже, может быть, в лучшем случае 390 лошадиных сил при объемах от 4,6 до 5,7 литра, если мы берем сегодняшние там 570-е Lexus, Тундры, Sequoia, собственно, 3 УР, которые сейчас штампуются везде. 5,7 литра и 370 лошадиных сил. На сегодняшний день BMW накрывает все это окончательно B58 мотором, B58B30, который выдает 358 сил с 3 литров с расходом 10-12. То есть
Как вам объяснить, это худшее сочетание объема к мощности на рынке на сегодняшний день. И BMW здесь просто для галочки. Убираем BMW, выставляем Mercedes, выставляем Audi, и мы наблюдаем все то же самое. Все давно перешли на надувные восьмерки, надувные шестерки. И если мы даже говорим про архаичный Land Rover, то даже Jaguar Land Rover, то даже он сегодня с компрессорного 3-литрового V6 выдает 340 или в некоторых версиях заводских 400 лошадиных сил с 3 литров. Здесь их 370 с 4,6 и также где-то примерно 380-390 с 5,7 объема. Что это дает? Это дает надежность, но это не эффективность. Через это всегда много ест топлива. И мы получаем, что сопоставимые производительности моторы у других производителей, у европейских, легче, экономичней. А это значит, что за пробег в 100 тысяч километров вы просто на бензине можете сэкономить до 200 тысяч рублей. Ты представляешь, 100 тысяч километров эта штука съест бензина на 200 тысяч больше, чем европейская тачка. 100 тысяч мало кто проезжает на одной машине с салона. Допустим, вы на ней хотите проехать 70. Это все равно конские деньги, которые вы просто так отдаете на заправку. У Эры неэффективны, у Эры непроизводительны. У Эры из прошлого века. У Эры выпускается с 2006, 2007, 2008 годов, когда, серьезно, это очень старый мотор. При этом он атмосферный, тяжеленный, огромный V8. Он везет по большей части самого себя. LS430 на третьем УЗ ехал до сотни примерно 6,5. Эта машина едет столько же, только тот УЗ на 120-110 лошадей слабее. Просто потому что эта штука очень тяжелая, она весит 250. В итоге, когда вы переселяетесь с Маджесты сюда, вы с третьего УЗ переезжаете на УР, и вы понимаете, что вы платите теперь, ну, допустим, в Питере, да, УЗ у вас расходует 42 тысячи рублей, а УР 55. Только по налогам. Это 13 тысяч рублей в год. И это начинает вбивать уже серьезные гвозди в картонный ящик или деревянный, который вокруг этой машины сооружают потребители, потому что их перестают брать. ЛС стал редким. Он был очень популярен в предыдущем кузове, их ездило много, а которые первые ЛС, вообще вот которые самые ранние, там вообще там нереальные, Маджеста, если хотите, их было вообще очень много. Этих все меньше, меньше, меньше и меньше, потому что в плане, если вы покупаете машину новую из салона, вам все равно какой будет ресурс двигателя. Вы смотрите расход. А если еще на сцену выходят дизеля, BMW, Audi и Mercedes дизеля 3-литровые, которые едут, просто съедают ее вообще в щи и расходуют 8 литров максимум в городе, то на пробеге 100 тысяч километров вы второй Lexus отдадите просто на заправку. Просто второй, он 500 тысяч разница будет в деньгах, просто по топливу. И да, он не ломается, но вы отдаете стоимость этого двигателя целиком в кассу заправки. И когда вы покупаете тачку новую, клиент что думает? Сколько она стоит, сколько жрет, сколько прет и сколько стоит ТО. И в итоге жрет и прет она хуже всех. Добро пожаловать в Lexus. И да, я все-таки не забыл, я прекрасно знаю, что есть волшебный 2UR GSE, который на 5 литров выдавал 500 сил, но ставился только в F-серию или в LC500, который или купить невозможно, или проще взять 2 X5M и еще G63 на сдачу, и ездите без себе не знать, а так мотор ну просто топчик. А по итогу, на самом деле, господа, давайте я сам себя сейчас буду опровергать. Можно сколь угодно говорить, что тачка не топ и не дотягивает, но давайте разберемся. Да, она попроще, да, вроде нет того, нет всего, все не очень, но с другой стороны, все остальное стоит на 500-600 тысяч дороже. Получается, что для данного набора опций, для данного комфорта и даже для этой сумасшедшей, серьезно, внешки, она очень крутая. Она стоит нереально дешево. Это отличное предложение на рынке, помноженное на космическую надежность. И да, это уже не 2000-е, не начало, когда был третий УЗ, и все чинилось на коленке и стоило 3 копейки. Она дорогая в ремонте, но этого ремонта по-любому здесь будут единичные случаи. И по-любому отходит-то она дольше. И в итоге через это она немцев-то съедает.
Да, эта тачка топ за свои деньги, и даже их платить не надо. Можно просто прямо сейчас пройти в Инстаграм Александра Царева, он будет в описании под этим видео, там подписаться на всех тех, на кого подписан он, и это гиф в Инстаграме, пацаны. Мы просто ее кому-то отдадим. Все проводит Александр Царев, я его в этом начинании поддерживаю, да, но это все серьезно, люди проверенные, и тачка точно кому-то уйдет. Тут не надо брать Марка, господа, особенно если за миллион, а за 800 и за 600 какого-нибудь 9-10 года она будет рвать всех в клочья. Но единственное, что я бы сказал, что 1,5 все-таки для 460-го типа многовато. Прям серьезно многовато. Их нужно брать в районе единички. И тогда вы получите практически все то же самое за какими-то там мелочами дорестайлинговые. А еще можно найти 600-й гибрид. Ух, тогда у вас будет расход типа как у немца 10-12. Это крутая тачка, и она может стать вашей. Все подробности в Инстаграме. Если вы не хотите участвовать в розыгрыше, вы можете найти на предложении Дром себе такую ее там и купить. Ценник я вам только что озвучил. На Дроме их просто навалом. Эта машина создана для Дрома. Ссылки на него, естественно, будут в описании, вы знаете. А вам всем огромной удачи и пока.